Приветствую вас на канале Центра индивидуальной мобильности и снова White Siberia Спутник. Но рассказывать про этот самокат я вам сегодня не буду, а поделюсь с вами отзывами пользователей о том, что при работе подвески у этого самоката отчетливо слышен стук. И далее в этом обзоре я вам расскажу путь решения этой проблемы, который мы предлагаем в нашем центре. Для начала послушайте, как работает подвеска без демпферов и как работает подвеска с демпферами. В комплект антистук входит сам демпфер, шайба, и все это устанавливается без дополнительных модернизаций. Также в этом обзоре вы увидите новинку, которая только-только у нас появилась. Это полиуретановый пыльник. Выглядит он значительно аккуратнее, нежели чем то, что мы предлагаем в рамках стандартной подготовки, где мы используем термоусадку. Сами понимаете, это решение хоть и рабочее, но не идеальное. Так вот, для тех, кто хочет, чтобы самокат был сделан в лучшем виде, мы как раз-таки предлагаем такие полиуретановые пыльники. Перейдем к работам. Разборку подвески начинаем с откручивания винтов, контрящих винт-шток амортизатора в основании. Вскрываем лючок доступа к штоку амортизатора, даем на подвеску нагрузку и только под нагрузкой выкручиваем шток амортизатора из основания. Далее откручиваем одну сторону крыла, откручиваем мотор, снимаем его, демонтируем перо маятника и вынимаем вторую сторону подвески вместе с осью. Делаем несколько поворотов ключа оси амортизатора и снимаем основание вместе с пружиной. Система амортизации спутника состоит из 4 основных элементов. Это пружина, внутри которой находится полиуретановая трубка, алюминиевое основание подвески и винт, который является штоком амортизатора. Как вы видите, на нем никакого демпфера нет. Исправляем эту ситуацию, надеваем под шляпку алюминиевую шайбу и полиуретановую шайбу-демпфер, которая и является тюнингом антистук. В начале ролика я озвучивал то, что как дополнительная опция у нас имеются еще и полиуретановые пыльники для пружин амортизатора. Еще раз покажу их на экране. Как вы видите, выглядят они аккуратно. Установка пружины внутрь пыльника осуществляется элементарно. Просто вставляется и все. И вот такая красивая деталь получается в итоге. При установке пыльника важно учесть то, что внизу есть дренажное отверстие, и его нужно поворачивать против хода движения, то есть направляя в сторону задней части самоката. Устанавливаем получившуюся конструкцию на место. Добавляем на резьбу винта фиксатор резьбы, наживляем винт и далее аккуратно, поддерживая амортизатор снизу, начинаем закручивать винт-шток амортизатора. Делается это до того момента, пока винт не зайдет в основание полностью. Это нужно для того, чтобы подвеска правильно и легко собралась. С завода оси и втулки подвески спутника не смазаны. Да, есть втулки с противоскользящим напылением, но в основном смазки нигде нет. Исправляем эту ситуацию и наносим смазку на все оси и втулки, которые есть в подвеске. Устанавливаем в основание подвески и основание амортизатора заранее присобранное перо маятника. Второе перо маятника устанавливается значительно легче, оно просто надевается на оси. Далее затягиваем гайку крепления оси, и теперь уже вырисовывается картина, как выглядит полиуретановый пыльник с еще не до конца собранной подвеской. Устанавливаем на место мотор, шайбы, наносим на резьбу оси фиксатор резьбы и затягиваем гайку крепления мотора. Задняя подвеска собрана. Переходим к передней. Все операции те же самые. Разбираем, устанавливаем пыльник, смазываем оси, собираем подвеску, устанавливаем на место мотор, и вот после того, как все собрано, переходим к регулировке. Помните, при сборке подвески мы максимально затянули винт, который является штоком амортизатора. Так вот, теперь его нужно ослабить до рабочего положения подвески. Самое главное не переборщить и не нарушить заводские параметры. Для контроля, насколько выкручен болт, удобно мониторить через отверстие фиксирующего болта. Важно отметить, что регулировку хода подвески и, соответственно, клиренса производим только под нагрузкой. После регулировок проверяем работу подвески.
Еще раз покажу вам, как работает подвеска с установленными демпферами и без установленных демпферов. Самокат, который мы показывали вам в обзоре по установке, уже у пользователя, и мы получили положительные отзывы о новой услуге, которую мы предлагаем. Ну а что думаете вы по поводу демпферов и пыльников? Напишите в комментариях. Надеюсь, этот обзор был для вас полезным. С вами был Михаил, Центр индивидуальной мобильности, место, где вы можете приобрести технику, подготовленную к эксплуатации, и заказать услугу качественной гидроизоляции, выполненной специально подобранными материалами. Ссылка на наш техцентр, на наш магазин, на White Siberia Спутник в описании к этому ролику. Там же ссылка на наши соцсети. Спасибо, что смотрели. Всем удачи, всем пока.